Кремль перебросил ПВО из приграничья в Москву, и к резиденциям Путина Беларусь ждут тяжелые времена после падения режима Лукашенко, а Украина имеет план освобождения Крыма. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Ближайшие недели покажут, что означала для Украины операция под Курском. Результат может повлиять на ход войны. Генерал Сырский, я думаю, здесь не должен ошибиться. Взятие полуострова и выдворение россиян из Крима. Київ готовиться освобождать юг України. Ми би хотіли всі подивитись на годинник і сказати, що хвилин 15 ще залишилось. ВСУ остановили российское наступление на украинский город-миллионник. Що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Кремль бросает свои системы ПВО на защиту не регионов, а Путина. Зеленский говорит, что противовоздушная оборона есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, а маленьким городкам, в том числе Курской области, ничего не досталось. Ми не вторгались на територію Російської Федерації. Російська Федерація вторглася на нашу територію 10 років тому. Окупувала і вбивала людей. Росія підготувала вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати 1,5 мільйони місто Харків. Росія хоче окупувати це місто. Ми зупинили. Це була частина їх операції. Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їх крок був, і вони вже все підготували на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. Зеленский также говорит, что никто украинские земли Путину отдавать не собирается. А еще считает, что альтернативные мирные планы для Украины – это политические заявления. Они не содержат никакой конкретики. Кроме того, в Киеве добавили, что Курская операция – это часть крупной военно-дипломатической операции. Сейчас же уже ведется работа над украинским мирным планом, и он будет завершен к концу осени. Результат операции ВСУ в Курской области может повлиять на исход войны. Об этом идет речь в статье The Telegraph. Журналисты издания задаются вопросом: главнокомандующий ВСУ – это жестокий мясник или блестящий генерал? В публикации упоминается, кто, почему и, главное, за что критиковал Сырского. В то же время авторы издания уделяют большое внимание тому, что происходит на территории России. Сырскому удалось совершить блестящее наступление в Курской области без какой-либо утечки информации. The Telegraph пишет, что успех ВСУ на Курской дуге не дается просто так. Украинская сторона в этих боях тоже имеет потери. Плюс ко всему, сейчас каждый день меняется ситуация на Донбассе. Ближайшие недели покажут, станет ли Курск поворотным моментом в истории, или же это будет последняя ужасная ошибка. Исход может решить ход войны. Это, безусловно, определит, как история запомнит Александра Сырского. Вопрос о его наследии может быть решен в ближайшие несколько недель. 26 августа исполняется 20 дней с начала украинского наступления под Курском. На данный момент известно, что Украина контролирует десятки населенных пунктов и более 1000 квадратных километров российской территории. О Курской операции ВСУ мы поговорили с руководителем программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павлом Лакийчуком. Говорить о том, что мы не укрепляемся, это не совсем правильно. Во-первых, и оборонные позиции на целом ряде участков украинская армия строит в Курской области и использует переоборудует вражеские оборонно-оборонительные рубежи под себя, грубо говоря. Мы, очевидно, укрепляем фланги и расширяем фланги, то есть расширяем зону вторжения, таким образом прикрывая фланги, сравнивая линии фронта. Поэтому говорить о том, что это такой рейдовый заход, пока я не готов. Генерал Сырский, я думаю, здесь не должен ошибиться.
Напоминаю его Харьковское наступление в 22 году в Харьковской области. Красивый прорыв обороны противника, рывок. В Латвии с 25 августа этого года по 23 февраля 2025 начинают действовать усиленные меры контроля на КПП с Белоруссией. Правительственно-ветеринарная служба страны сообщает, что особому досмотру подлежат российские и белорусские товары в пунктах пограничного контроля. Цель одна – уменьшить риски для здоровья людей и животных, а также в случае генетически модифицированных организмов для окружающей среды. К таким методам пришлось прибегнуть после того, как ПВС оценила результаты контроля, который проводился несколькими месяцами ранее. Оказалось, что на контроль по-прежнему продолжают поступать партии продовольствия и кормов российского и белорусского происхождения, при этом сохраняются опасения по поводу их безвредности, особенно в начале нового сезона сбора урожая. Киев уже имеет план, как выгнать российские войска из Крыма и вернуть земли под контроль Украины. Об этом в интервью украинскому телеканалу рассказал представитель украинской разведки Андрей Юсов. Он также попытался ответить на вопрос, когда ВСУ можуть уничтожить Кримський мост. Ми би хотіли всі подивитись на годинник і сказати, що хвилин 15 ще залишилось, так? Так, хотілося. Так, реальність вона складніша. Безумовно, Сили безпеки і оборони мають плани стосовно як деокупації українських земель і півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають. Ми не будемо давати анонси, як і не робили це попередні рази, коли відповідні ураження завдавалися і були ефективними. Тем временем западная пресса пишет, что в центре внимания Украины вновь Крым. В публикации упоминаются как успешные удары Украины по военным объектам на территории Крыма, так и точные удары по паромам в Краснодарском крае России. О демилитаризации Крыма мы также поговорили с военным экспертом. Действительно, слабое место Крыма – это его изолированность. Достаточно перерезать линии логистики, он превращается в остров, грубо говоря, на севере и на востоке. Давно шутили, что это чемодан без ручки, еще до широкомасштабного вторжения. И вот те удары по Крыму, по крымским аэродромам, по крымским военно-морским базам, по крымским складам, по крымской логистике, и главное, по этим переходам, по логистическим этим узлам, как на Чонгаре-Перекопе, так и на востоке, в районе Керченского пролива, свидетельствует о том, что Украина не забывает, по крайней мере, о Крымском полуострове. Что происходит с Дуровым, где он и в каком состоянии? В первые сутки после задержания создателя Telegram во Франции ответов на эти вопросы не давал никто, кроме отдельных представителей французских СМИ. Даже родные Павла Дурова не могли сказать ничего конкретного. Тем временем вокруг ареста уже появилось большое количество конспирологических версий и фейков. Источником вбросов является российская пропаганда. В РФ продолжили говорить об ударе по свободе слова в Европе. Телеграм-канал «База» тем временем сообщает, что после задержания Дурова российским чиновникам и бизнесменам поручили удалить служебные переписки в Телеграме, хотя некоторые депутаты отрицают это. Кроме того, российские пропагандисты заявили, что прокуратура Парижа, которая занимается делом Дурова, планирует выйти к прессе с заявлением уже 26 августа. Напомню, по сообщениям именно французской прессы, Павел Дуров находится под стражей, и ему грозит 20 лет тюрьмы по целому ряду статей, связанных с терроризмом, продажей наркотиков, мошенничеством и педофилией, из-за того, что Telegram отказывается модерировать контент. Беларусь после падения режима Лукашенко ожидают непростые времена. Трансформации, которые будут происходить в стране, могут занять продолжительное время. Об этом в финальной части трилогии «Нехта» под названием «Лукашенко. 30 лет на грани» заявил бывший сотрудник администрации и управделами Лукашенко Анатолий Котов. В первую очередь, трансформационные процессы коснутся населения, которое осознает масштаб проблем в республике. Напомню, все серии «Лукашенко. 30 лет на грани» вы можете найти на нашем втором YouTube-канале «Нехта» или по ссылке в описании. Нужно жить в каких-то несбыточных иллюзиях, что завтра не будет Лукашенко и наступит счастье. Нет.
будет очень плохо. И не потому, что ушел Лукашенко, потому что за 30 лет уничтожено, травмировано огромное количество людей. Многие вынуждены были выехать за границу, уничтожены бизнесы, и большинство людей, которые выехали, которые прожили в эмиграции больше, чем несколько лет, в Беларусь вряд ли вернутся. Это тоже нужно понимать. Мы придем к тому, что у нас разгромлена страна, огромная демографическая яма, куча долгов, и непонятно, что с этим делать. Непонятно, если ты не представляешь глубину кризиса, в которую за эти 30 лет страна погрузилась. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу, видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.